Друзья, всех приветствую на своем канале, с вами Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. В этом ролике заключительные плиточные работы, а именно фартук на кухне из плитки и плитка на пол на балконе. Еще одна информация. У меня на объекте появился помощник. Это Андрей. Всем привет. У меня по этому объекту уже реально горят стройки, поэтому я принял решение взять помощника. Андрей самостройщик, домашний мастер, занимается мебелью, но в свободное время делает ремонт у себя в квартире и ведет канал на YouTube. Канал молодой, но интересный. Советую вам посмотреть и если понравится, то, конечно же, подписаться. Ссылки будут в описании. Андрей будет мне помогать, делать, в принципе, все то же самое, что и я. Ну что, поехали? Поехали. Фартук получится не маленький. Плитка будет укладываться от столешницы до потолка. Помимо прямого назначения, эта стена еще будет акцентной, то есть привлекать к себе внимание. На каком этапе делать фартук? Есть два варианта. До установки мебели и после установки мебели. Если у вас будет плинтус между столешницей и фартуком, то все равно. Можно делать хоть до, хоть после, потому что плинтус, в принципе, стык скроет. Лучше, конечно, плитку укладывать после установки мебели. Тогда вы сможете все четко подогнать по столешнице и по боковым шкафчикам и шов заполнить силиконом или эпоксидной фугой. Но не всегда так получается. В моем случае получается задержка с мебелью, поэтому мы будем укладывать фартук без мебели, а потом кухню поднимать под фартук, чтобы сделать стык без плинтуса. Проект кухни. Кухня простая, но тем не менее есть все необходимое. Плитка и материалы. Проект укладки плитки сделали в салоне Керамин. Это популярная коллекция керамической плитки Freestyle. Есть цветное исполнение и, как в моем случае, черно-белое. Плитка размером 20 на 20 с хаотичным рисунком в каждой пачке. Мне очень нравится эта коллекция и формат плитки. Для защиты глазури при транспортировке от царапин на плитку наносится воск. Он легко счищается. Клей для фартука буду использовать Holcim. Это единственный продукт, с которым я еще не работал. Клей класса C1, тиксотропный, стойкий к сползанию. Подходит для теплого пола, можно работать внутри и снаружи помещения. Цементная затирка белого цвета. Приступаю к разметке. Работа начинается с этапа разметки. На этом этапе нужно учесть высоту фартука, расположение розеток, расположение вытяжки и раскладку плитки. Высоту фартука отбиваю по лазерному уровню. Чтобы знать наверняка, принес образец напольного покрытия вместе с подложкой. Все сходится. Так как кухня будет устанавливаться после фартука, важно сделать точную разметку. Для удобства укладки плитки к стене крепим профиль. Монтирую опорный профиль под плитку по прочерченной линии. Если есть время, то профиль лучше приклеить, получается точнее. У меня оно есть, так как заканчивается рабочий день, а до завтра клей уже высохнет. По вытяжке изучаю инструкцию, схему установки, чтобы точно определиться с питающим кабелем. Оказалось, что провода надо поправить и на освещение, и на вытяжку. Так как плитка в коробках вся разная, предварительно на полу нужно сделать раскладку. В противном случае может получиться так, что останутся плитки с одинаковым рисунком. И где-то на стене получится концентрация плиток с одним рисунком. Предварительно распаковываем пачки с плитками. Дальше раскладываем стопки по рисунку. После того, как рассортировали плитку, можно приступать к предварительной раскладке на полу. Изначально придерживались плана, но в процессе рисунок поменяли.
Раскладывая плитку на полу, вы видите всю картину. И в процессе можете поменять рисунок, как вам нравится. Раскладка готова. Теперь можно приступать к укладке. Замешиваем клей. Сначала наливается вода, затем засыпается состав. Клей замешивается по инструкции с перерывом в 5 минут. В процессе укладки плитки на фартук клей буду наносить на стену. Предварительно разметил подрозетники, чтобы перенести линии на плитку. Первый ряд контролирую по лазерному лучу. Сначала клей наношу обычным широким шпателем. Затем стягиваю гребенкой, гребенка 6 мм. Приклеиваю плитку и пристукиваю резиновым молоточком. Напрямую плитку на профиль не ставлю, есть небольшой зазор для пластмассовых клиньев. Таким образом получается пространство для маневра. Переношу при помощи уровня метки для подрозетников, чтобы знать потом, в каком месте их вырезать коронкой. Дальше просто подрозетники закладываются плиткой и продолжаю укладывать первый ряд. Первый ряд приклеен. Дальше начинаю укладывать плитку сразу по 2 ряда. По прямой производительность намного увеличивается. Дошел до первого кабеля подсветки. Размечаю, где он должен выходить из плитки. Делаю в плитке необходимое отверстие коронкой 10 мм.
Намазываю стену клеем. А затем просто просовываю кабель через отверстие. Для укладки плитки использую крестик 1,5 мм. Закончился клей. Замешиваю новую порцию. Консистенция и не густая, и не жидкая. Средняя. Замешиваю ровно столько, чтобы израсходовать за 2 часа. Продолжаю укладку дальше. Второй кабель у меня попал как раз между плиток. Кстати, клей неплохой. Он универсальный и относительно недорогой. Вверху уже приходится работать на ящиках. Я подошел к самой ответственной плитке. Нужно сделать отверстие под вытяжку посередине. Делаю необходимую разметку. Отверстие делаю методом мокрого выпиливания. Самое главное преимущество, что нет пыли. Тут меня постигла фиаско. Из-за того, что диск большой, я вышел за границу размеченного отверстия. Второй раз я решил использовать другой способ. Высверливаю коронкой меньшего диаметра отверстия. Затем подрезаю болгаркой. Хорошо, когда есть помощник, который может помочь держать болгарку и пылесос. Последние штрихи довожу коронкой. Отверстие готово. Все точно по трубе. Дальше продолжаю укладку верхних рядов. Работаю на ящиках для инструмента. Андрей мне снизу подает плитку.
Поверху плитка подрезается по потолку. С правой стороны у меня получилась тонкая подрезка. Был вариант отцентровать плитку и сделать подрезку с двух сторон. Но так как с правой стороны будет стоять холодильник, я решил оставить тонкую полоску. А в итоге она практически незаметна. Отверстие для подрозетников. Размечаю подрозетники по линиям, которые предварительно начертил на плитке. В качестве кондуктора использую просверленную плитку. Попробовал недавно этот способ сверления отверстий после приклейки плитки, и он мне понравился. После того, как прорезана эмаль, можно сверлить без кондуктора. Объективно, без приклейки я бы так плитку не прорезал. Кстати, рамка розетки закрывает все швы. Затирка. Затирка на фартуке будет белого цвета. Технология нанесения затирки в принципе такая же, как и в прошлом ролике, за исключением одного момента. Замешиваю затирку по инструкции. Готовлю стену, убираю крестики, мою грязь, очищаю швы. Опорный профиль уже можно оторвать. По краям, где шпатлевка, приклеиваю ленту ПВХ. Лента защищает шпатлевку от воды. Перед нанесением затирки пульверизатором увлажняю швы. Наношу затирку резиновой площадкой. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes. После нанесения замываю и смываю все губкой. Когда я все замыл, беру обычный кабель ПВС и прохожусь по швам. Главное, чтобы вот этот вот край, он был без заусенцев. И просто формирую швы. Швы получаются
аккуратные, как будто калиброванные. So many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? Фартук готов. What if I said I'm sorry? Хроника событий на балконе. Предварительно была сделана цементная гидроизоляция красного цвета. Wouldn't that make you mine again? You're all I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Перед стяжкой все убрали при помощи пылесоса. Всю работу выполняет мой помощник Андрей, ладный мастер, под моим контролем. Дальше были выставлены маяки. Маяки устанавливались таким образом, чтобы был небольшой уклон для слива воды. Keep on waiting. I won't close eyes till the sun come down. I keep on waiting, waiting. You must have lost my number. Answer me now. На следующий день была залита цементно-песчаная стяжка. Так как на улице тепло, сразу после заливки стяжка накрывалась пленкой. Somehow, see, waiting's got me paying. My head's in a mess, baby. I need the mess. Woo-hoo-hoo. Now what if I did the same to you? That you would be less. Woo-hoo-hoo. Yeah, what if I did the same to you? Woo-hoo-hoo. You keep on sailing. What a distinct direction are you heading? You see me waiting, losing. I'm losing ground with every long distance sound. Woo-hoo-hoo. Now what if I did the same to you? Bet you would be less cool. Yeah, what if I did the same to you? Now what if I did the same to Будет укладываться керамогранит керамин. Коллекция на Тингем. Предварительно была сделана раскладка и подрезка плитки. It can take days if I know you and get one of those minutes. Yeah, I'll keep on waiting. I won't close eyes. Затем сделали укладку керамогранита при помощи системы выравнивания плитки. Losing. Woo-hoo-hoo. Now what if I did the same to you? But you would be less cool. Yeah, what if I did the same to you? Woo-hoo-hoo. Yeah, what if I did the same to you? But you would be less cool. Yeah, what if I did the same to you?
Вот, в принципе, и все работы, которые на данный момент были сделаны по балкону. Смета на работу и материалы. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. А самое главное, не болеть. До новых встреч! Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.